Всем привет, меня зовут Василя, и в сегодняшнем мастер-классе мы свяжем очень простой топ. Вяжется два прямоугольных полотна с вырезом для горловины. Обвязывается только горловина, где у нас пройма, здесь край ровный и никаких обвязок мы не делаем. Связать можно будет на любой размер и из любой пряжи. На мне этот топ сидит очень свободно, для моего 42 размера он большой. В ширину топ 48, а в длину он у меня длинный 58 сантиметров. Я рекомендую вязать короче на сантиметров 6, так как пряжа еще тянется и под своим весом она растягивается. Данный топ подойдет на размер 44-46, это на обхват груди 86-93 сантиметра. Узор здесь легкий. Если будете вязать на другой размер, число петель для основного узора должно быть кратно 3. Я еще добавила по краям по 5 петель, чтобы получилась вот такая вот планка по краю. Я вязала из пряжи Alize Diva с эффектом шелка. Здесь в 100 граммах 350 метров. Цвет данной пряжи 109. Состав 100% микрофибра акрил. Если будете вязать короче, чем у меня в мастер-классе, рядов на 5-6, то хватит 3 мотков. Пряжа мягкая, с эффектом шелка, приятная к телу. Многие говорят, что данная пряжа не подходит для лета и в ней жарко. Но я считаю, что восприятие у всех разное. И, конечно же, выбор пряжи остается за вами. Я рекомендую данную пряжу на более прохладное лето до плюс 20 градусов. Также нам понадобятся крючки номер 4 и номер 3. Игла с большим ушком и маркеры. Итак, делаем петлю. Заводим крючок, провязываем. Это первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Вяжем 115 воздушных петель. Я провязала 115 воздушных петель. Приблизительно в длину моя цепочка 52 сантиметра. Петли можно пересчитать по вот этим вот косичкам. Первая, вторая, третья и так далее. Петля, которая возле крючка, вот эта, она 115. Петля на крючке, она не считается. Далее в конце делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И будем провязывать первый ряд. Первый ряд у нас состоит из столбиков с накидом. Делаем накид, отсчитываем от крючка 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик с накидом. Заводим крючок. У нас 3 петли на крючке. Провязываем 2 и еще 2. Вот эту петлю отметьте маркером. Желательно крайние петли отмечать маркером, чтобы их не пропустить. Далее делаем накид, находим следующую петлю и провязываем также столбик с накидом. Накид в следующую. И так до конца провязываем столбики с накидом. Провязываю в конце последний столбик с накидом. Тянем за кончик нити и затягиваем. После того, как провязали первый ряд, в конце мы никаких воздушных петель не делаем для подъема. Мы сразу же переворачиваем вязание и заводим крючок в первую петлю. Вытягиваем нить. На крючке 2 петли, их провязываем вместе. Далее вводим крючок под ножку столбика. Вытянули. И снова 2 петли провязываем вместе.
Вот таким образом мы делаем подъем на следующий ряд, и это у нас будет считаться как столбик с накидом. И вот здесь вот сразу же отметьте крайнюю петлю. Далее второй ряд мы также вяжем полностью столбиками с накидом, делаем накид, вводим крючок в следующую петлю, вот таким образом под косичку, и провязываем столбик с накидом. Снова накид в следующую. Таким образом довязываем до конца второй ряд. В конце второго ряда провязываем последний столбик в крайнюю петлю, вот которую мы отмечали маркером, делаем накид, провязываем столбик с накидом. Далее будем вязать третий ряд. Также никаких воздушных петель мы не делаем. Мы переворачиваем и вводим крючок в первую петлю. Вытягиваем 2 петли, провязываем вместе. Вводим крючок под ножку столбика, вытянули, снова провязываем 2 петли. Крайнюю петлю отметьте маркером. Далее мы должны провязать всего 5 столбиков с накидом. Вот это у нас первый будет столбик с накидом. Далее делаем накид, вводим в следующую петлю, провязываем столбик с накидом, второй, накид в следующую, третий, четвертый и пятый. Далее пропускаем одну петлю и в следующую провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, в эту же петлю второй и третий. Далее пропускаем 2 петли и в третью провязываем 3 столбика с накидом. Снова пропускаем 2 петли в третью, 3 столбика с накидом. Итак, провязываем до конца. В конце мы также провяжем 5 столбиков с накидом. Между ними у нас по 2 петли. Здесь в самом начале, после 5 столбиков, мы пропускаем только одну петлю. Я провязала последние 3 столбика с накидом. Осталось в конце 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. Пропускаем одну петлю. В следующую провязываем столбик с накидом. Первый. Далее в следующую. Второй. Третий, четвертый и пятый в последнюю петлю. Итак, мы провязали третий ряд. Все нечетные ряды, это первый, третий, будут считаться лицевыми, а четные ряды, второй, четвертый, будут считаться изнаночными. Далее будем провязывать четвертый ряд, переворачиваем, заводим крючок сразу же в крайнюю петлю, вытянули, провязываем 2 петли, под ножку столбика вводим крючок, вытянули, снова провязываем 2 петли. Вот эту крайнюю петлю необходимо отметить маркером. И в начале мы должны всегда провязывать 5 столбиков с накидом. Это у нас будет первый столбик, далее накид, вводим в следующую, второй, накид, третий,
4 и 5 столбик. Мы провязали 5 столбиков. Далее у нас идут 3 столбика. Центральный провязываем, делаем накид, вводим крючок в центральный столбик, провязываем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. Далее снова 3 столбика в центральный провязываем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. Снова находим центральный столбик, столбик с накидом, воздушная петля, накид, столбик с накидом. Вот таким образом у вас должно получиться. Каждый раз мы провязываем центральный столбик из 3. Таким образом провязываем до конца, и в конце нам необходимо будет провязать 5 столбиков с накидом. Итак, довязали до конца. Здесь осталось 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну петлю пропускаем, следующую провязываем столбик с накидом, первый, второй, третий, 4 и последний 5 провязываем в крайнюю петлю. Далее у нас ряды повторяются. Следующий 5 ряд, он вяжется точно так же, как и 3. Переворачиваем. Заводим крючок в самую первую петлю. Провязываем 2 петли. Затем подножку столбика. Снова 2 петли. И крайнюю петлю отмечаем. Далее провязываем столбики с накидом. Это у нас первый столбик. Далее второй, третий, 4 и 5. Провязали. Далее вяжем по 3 столбика с накидом вот в эти арки, где мы провязывали воздушную петлю. Делаем накид, заводим крючок, провязываем 1 столбик, второй и 3. Далее в следующую арку также провязываем 3 столбика с накидом. Следующую. Таким образом довязываем до конца, и в конце нам необходимо будет снова провязать 5 столбиков с накидом. Провязывая в последнюю арку 3 столбика с накидом, далее пропускаем 1 петлю и в следующую провязываем столбик с накидом, первый, далее в следующую второй,
третий, четвертый и пятый столбик в крайнюю петлю. Таким образом мы провязали пятый ряд. Итак, далее у нас ряды повторяются. Следующий, шестой ряд мы провязываем точно так же, как и четвертый, а седьмой ряд так же, как и пятый. То есть мы всегда повторяем четвертый и пятый ряд. Далее вяжем самостоятельно. До горловины я провязала 61 ряд. Приблизительно получилось в длину 51 сантиметр. И сейчас я покажу, как сформировать плечи. Здесь я оставила для горловины 16 сантиметров. И сейчас я покажу, как мы будем провязывать их. Вот я установила маркеры, где у меня будет горловина. На одно плечо у меня приходится 39 петель. Вот у нас последний ряд, 61. Также мы переворачиваем. Провязываем столбик. Далее вяжем по узору. Вот здесь у нас мы должны провязать 5 столбиков, один уже есть. Далее провязываем следующий, второй, третий, четвертый и пятый. Центральный столбик из 3 также провязываем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Провязываем таким образом до маркера. В конце, чтобы сформировать ровный край, как провязали последний элемент, пропускаете одну петлю и в следующую провязываете столбик с накидом. Итак, мы провязали первый ряд плеча. Далее точно так же переворачиваете. В первую же петлю провязываете столбик. Провязали. И далее движемся снова по узору. Сюда провязываем в каждую арку по 3 столбика с накидом. Таким образом провязываем до конца. Здесь в конце также у нас 5 столбиков с накидом. И не забываем провязать последнюю петлю. Так, я провязала второй ряд плеча. Далее переворачиваете, вяжете третий ряд по узору. Таких рядов всего необходимо провязать 10. В конце третьего ряда точно так же нужно провязать столбик с накидом. Вот здесь, когда провяжете последний элемент, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, одна петля пропускается и в крайнюю провязывается столбик с накидом. И тогда край у вас будет ровный. И сейчас я покажу, как начать провязывать второе плечо. Второе плечо мы будем провязывать от горловины, получается справа налево. Также мы провязывали и эту сторону. Мы начинали только с краю полотна, справа налево. Вот у нас элемент из 3 столбиков. Сюда в центральный столбик мы будем начинать провязывать основной узор. От него, получается, от центрального столбика мы отступаем одну петлю и во вторую провязываем 3 столбика с накидом. То есть мы сейчас закрепляем нить. И провязываем 1, 2, 3.
Далее делаем накид и вяжем по узору. Центральный столбик из 3, провязываем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Вот таким образом провязываем до конца. И в конце провязываем 5 столбиков с накидом. Итак, я провязала первый ряд плеча. Далее точно так же переворачиваем и провязываем второй. Здесь мы начинаем провязывать столбики с накидом. Их 5 у нас. Первый есть, второй, третий, четвертый и пятый. И в каждую арку по 3 столбика с накидом. Как провязали в конце 3 столбика с накидом в последнюю арку, одну петлю пропускаем и в самую крайнюю провязываем столбик с накидом. Здесь мы делали 3 воздушные петли. Получается, это в последнюю третью воздушную петлю мы должны провязать столбик с накидом. Все, далее вяжем точно так же и провязываем также 10 рядов всего. Как провязали последнюю петлю, ниточку обрезаем и вытягиваем ее через петлю. От спинки я провязала всего 69 рядов, и из 2 рядов формируете плечи. Теперь мы будем сшивать плечи. Сделаем вот такой вот шов. Сшивать мы будем иглой по лицевой стороне. Вот у нас находятся здесь косички, и также здесь находятся косички. Заводим иглу вот таким вот образом с одной стороны. И со второй. Аккуратно затягиваем. И у нас получается вот такой вот шов. В конце, когда вязали до конца, нить выводим на изнаночную сторону и прячем под петли. Боковую часть мы сшиваем по изнаночной стороне, начиная снизу. Здесь оставляем пройму. Я оставляю 21 сантиметр. Закрепляем маркером и сшиваем также иглой. Итак, соединяем по изнаночной стороне. Сразу же нить вводим вот сюда вот под петельки. Находим здесь крайнюю петлю с одной стороны и со второй. Еще раз проходим по крайним петлям.
Заводим иглу с одной стороны под петли, затем с этой стороны. В конце, как прошьете, ниточку также прячем под петли по изнаночной стороне. И у вас будет на лицевой стороне вот такой вот шов. Теперь мы будем делать обвязку горловины. Обвязывать будем крючком номером 3. И начинать будем со спинки. По лицевой стороне мы находим середину спинки и отсюда будем начинать делать обвязку. Итак, заводим крючок под петлю. Вытягиваем нить. И набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее провязываем столбики без накида, начиная со второй петли от крючка. Первую во вторую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый мы не провязываем, вытягиваем петлю. Далее находим следующую петлю, вот откуда мы начинали, находим следующую петлю, заводим крючок, вытягиваем, на крючке 3 петли, их все вместе провязываем. Далее находим следующую петлю, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Далее переворачиваем вязание слева направо, находим вторую петлю от крючка. Вот первая, вторая. Ниточка располагается вот таким вот образом. Во вторую петлю за заднюю стенку вводим крючок. Вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый провязываем, захватывая обе стенки петли. Делаем в конце одну воздушную петлю, переворачиваем, вяжем со второй петли от крючка, первую во вторую за заднюю стенку. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый столбик вытягиваем и не провязываем. Находим следующую петлю, здесь у нас провязана, вот следующая петля, вытягиваем, 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее в следующую петлю столбик без накида, переворачиваем, находим вторую петлю от крючка, первая во вторую за заднюю стенку, провязываем столбик, первый, второй, третий, четвертый и пятый, захватываем обе стенки петли. Делаем одну воздушную петлю,
перевернули. И также продолжаем снова вязать со второй петли от крючка. Провязали 4 столбика. В пятую вводим крючок и вытягиваем нить, не провязываем. Находим следующую петлю. Провязали все 3 петли. В следующую провязываем столбик. И таким образом провязываем всю горловину. Вот я обвязала горловину, и теперь необходимо будет сделать вот здесь вот соединение. Оставляем кончик нити для сшивания и нить полностью вытягиваем. Продеваем в иглу. Соединяем по изнаночной стороне. Заводим с этой стороны под петлю. Вязаную вещь необходимо, конечно же, постирать, тогда петли все примут правильную форму. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях.